Ну что, друзья, как вам долгожданное летнее обновление? Кайфуете там, обсыпаете себя деньгами и новым контентом? Да, ребята, к такому жизнь не готовила даже меня. Но все под контролем, не переживайте. Я уже изучил, как теперь все работает, где теперь находятся реальные бабки, как нам заработать в этой игре и все такое. Я выложу вам самую имбовую схему заработка прямо в этом видео. Так что, если ты был все это время поражен синдромом Кайо Перико, а теперь охреневаешь от таких раскладов, все хорошо. На, серьезно, уже не верю. Во-первых, хочу всем сказать, что в игре теперь абсолютно новая экономика ограблений. Вкратце, что изменилось? Были урезаны все ограбления, в очередной раз урезали остров, чтобы вы уже наконец-то перестали заниматься этой фигней и пошли зарабатывать в открытых сессиях на нормальных бизнесах. А если вы любите ограбления, то вам дают определенный множитель на каждое ограбление. Ну, кроме Кайо Перико. Так вот, множитель действует один раз в неделю. То есть, если пройти любое ограбление один раз в неделю, вы заработаете больше, чем во все последующие разы в эту же неделю. И поэтому видео будет построено следующим образом. У меня есть два топа. Первый — это топ-7 ограблений, за которые дают больше денег в GTA Online, если проходить их первый раз за неделю. А второй — это топ ограблений, которые можно именно фармить, чтобы это было более-менее выгодно. А если ты хочешь увидеть полный список с новыми выплатами, залетай в закреп в Телеграме, ссылка в описании. Там полный список прямо на картинке. Ну и на фоне стелс прохождения ограбления Кордс-центра. И еще. Это мое мнение, и я предупреждаю тебя сразу. Он необычный. Я не буду в тупую считать, какое ограбление дает больше в целом. Я посчитаю, какое ограбление больше приносит денег в час, так как, мне кажется, это самое важное, и на этом построен топ. Начинаем с топа того, что пройти один раз в неделю. И на 7-м месте у нас казино. Дело в том, что я хотел построить топ только на соло-ограблениях, но так не вышло. Там совсем уже были бы плохие и дешевые занятия. Оно сложное из-за того, что если у вас нет тиммейта, вы будете мучиться с рандомами. Но я заложил прохождение вместе с подготовкой за 2 часа. Там такая штука, что может попасться разная цель, поэтому я просто усредняю доход, с учетом, конечно, того, что вероятнее выпадает более дешевая цель. В итоге мы получаем приблизительно 2,5 миллиона чистого дохода для лидера ограбления. Но в час это выходит приблизительно 1 300 000. И на самом деле, если бы можно было сделать это в одно лицо, оно было бы на 2-м месте. А так, сорян, хороший доход в час, но оно как бы немного не в топе, а за его пределами. Капитальные вложения немного меньше, чем 1,5 миллиона. Вот такие дела. Переходим к 6-му месту. No Way Out. Да, ну а как? Смотрите, ребята, главное, запоминайте цифры. Я, кстати, табличку со своими подсчетами в Telegram скину, так что вы можете сразу открыть и смотреть в нее. А то вдруг я ошибаюсь, и вы знаете более точные цифры. Но я думаю, что мои цифры достаточно точные. Пишите в комментах. Так вот, почему нужно его пройти хотя бы раз в неделю? Оно дает немного меньше, чем 500 000, но проходится за 45 минут. А это значит, что в час оно дает 600 000. Да, чувачки, мы обсудим это в конце видео. Сам факт того, что это стало реально большой суммой сейчас в час для GTA. Но сейчас просто фиксируем. Нам не надо ничего покупать. Взносы и все такое. Кулдаун сейчас не важен, так как мы рассматриваем только один раз в неделю пока что. Ну и все. Мы же по цифрам идем, а не рассматриваем ограбление до нитки. Поэтому 5-е место. Кайо Перико. Да, я раньше говорил, что это самое идиотское ограбление в игре, и я не понимаю тех, кто в состоянии раз за разом его проходить, мучить себя этим, тратить игровое время не на что-то интересное, а на монотонный повтор всякого мусора. Короче, раньше я мог только убеждать, сейчас же цифры говорят сами за себя. Подробно по каждой цели ты можешь посмотреть в Телеграме. Но если учитывать среднюю по всем целям и вероятность выпадения, то в долгосрочной перспективе получается около 700 000. То есть это главное и второстепенные цели. Я отвожу ему час, так как я не задрот, как и большинство обычных игроков. И я прохожу его за час. Не надо писать мне про полчаса, 30 минут, про всякие глитчи и прочий бред. Остановитесь прямо сейчас. Я веду канал полгода, я все это слышал и уже устал от этого острова еще больше. Да не
Я считаю так, как это происходит у нормальных людей. На самом деле, мне так насрать на остров, что я даже не хочу гуглить, какая там цена подготовки. Там вроде 100 тысяч уже. Если это так, то я их не учитывал. Тогда можете вытереть зад этим ограблением, если там 100 тысяч. Но так и быть. Раз в неделю можно и пройти. Капитальные вложения, чтобы укладываться в 1 час, около 5 миллионов. Едем дальше. 4 место – контракт Dre. Он находится достаточно низко в этом топе. Все просто. Я считаю доход в час, что является единственной реальной мерой дохода. Когда мы проходим его первый раз в неделю, нам дают 1 100 000, а проходить его нужно целых 1,5 часа. Соответственно, наш доход в час составляет 730 тысяч. Единоразовые вложения в размере около 2 миллионов и вперед. Но это не говорит, что в целом, как бизнес, он у меня где-то на дне. Нет. Как бизнес в целом, он у меня после ночного клуба и бункера. И я хочу сказать, знаете, это одно из самых проработанных обновлений в игре. И сценарий, и картинка. И тут, кстати, отлично видна логика Rockstar и на чем она основана. Смотрите, Rockstar выпускают реально крутое обновление. Ну то есть, если вы в целом вспомните, что туда входило, в обновление контрактов, какой контент для открытых сессий добавили, механики, скрытку новую. И потом вы посмотрите на вот это дерьмовое обновление Quartz. Вы охренеете от того, как все скатилось. Но на самом деле логика понятна. Rockstar просто оценивают метрики, а по метрикам видно, что куча гениев раз за разом просто фармят одно и то же. Просто проходят остров. А на агентство, на всю эту обнову, над которой они потели, всем насрать на нее. Чувачки просто фармят, чтоб фармить. Ну вот Rockstar и выпустили для них еще одно парашное Кайо Перико. Чисто такое же говно, как и остров. Но это если не брать в расчет еще фикс цен, а просто по контенту. То есть по контенту это ровно ничего. Лично мне абсолютно понятна их логика. Долго работаешь над контентом, а он интересен только на 1 раз. А если сделать какой-то фарм, он будет популярен. Мы подходим к топ-3. 3 место. Но нет, сначала подумайте и напишите в комментариях, как вы думаете, что там. Многие даже, наверное, не знают о его существовании. Так вот, это Оскар Гусман снова в деле. Да, чувачки, я сам даже не проходил это ни разу. Но прикол в том, что проходить его, судя по всему, около часа. А если проходить его первый раз в неделю, то это дает 750 тысяч. Вот я почему-то уверен, что там тоже достаточно хороший сюжет по контенту. Ну вот, теперь надо учиться фармить даже такую дичь. Теперь, видимо, даже есть смысл записать его обзор. Пишите в комментах, если интересно. А мы пришли ко 2 месту. И, короче, одно из ограблений, на которое даже покупать ничего не нужно, я его называл ограблением для новичков, Clacking Bell. Да, представляете, это второе, что нужно обязательно пройти хотя бы 1 раз в неделю, чтобы хорошо заработать, так как за час он дает целых 800 тысяч. Да, теперь эта сумма — это очень большая сумма для GTA Online. Суть в том, что он проходится минут за 45, и за его прохождение дают 600 тысяч, если проходить первый раз за неделю. Ну что, как вам изменения? Новый фарм, как мне кажется, совсем другой теперь. Ну и на 1 месте у нас, как вы поняли, конечно же, обновление. Знаете, как сделать обновление успешным? Надо обмазать дерьмом все остальное в игре. То есть, единственное ограбление, где можно хотя бы раз в неделю получить 2 миллиона в соло, это Quartz Center. Ну там все не совсем так, там может быть от 1 300 000 до 1 900 000 за основную цель. Короче, средняя, поэтому я беру 1 700 000 с дополнительными целями. Ну и проходить его где-то чуть больше часа, так как надо не обязательно выполнить некоторые задания. Короче, в час он дает где-то 1 300 000. Но, чувачки, не разгоняйтесь, такое только 1 раз в неделю. А теперь самое важное, как же теперь фармить. Значит, 7 ограблений раз в неделю, это можно проходить каждый день по одному. Ну, или можно потратить 2 часа и сделать какую-нибудь связку типа Clacking и Quartz. Это даст 2 миллиона, 1 000 000 в час. Сами мудрите, для удобства дам вам табличку с топовыми ограблениями в Телеграме. И мы переходим к еще одному важному топу, но он более короткий. Это будет топ-3. Топ того, что можно именно фармить. То есть выучить все наизусть и раз за разом повторять. И снова, ребята, не падайте. На 3 месте Оскар Гусман снова в деле.
В обычный день он дает нам 500 тысяч за ограбление и, соответственно, столько же в час. Почему не остров? Тут вступает в силу такая вещь, как кулдаун. Ну, типа, как вы собрались это делать раз за разом, если надо ждать больше 2 часов. А во-вторых, у вас падает средний доход после первого прохождения, так как уменьшается вероятность дорогой цели. То есть, если это было изначально 700 тысяч минус подготовка, то сейчас это будет 600 и минус та же подготовка. Короче, можно сделать, конечно, но не как фарм, а вот у Оскара Гусмана надо подождать меньше часа и можно по новой. То есть, при урезании дохода и задержки между повторениями у острова весь его прикол пропадает полностью. Даже если бы срезали что-то одно, это можно было бы рассматривать. Сейчас нет. Второе место — Клакенбелл. Да, видите, как бывает? Всю жизнь своего игрового персонажа покупаете всякое дерьмо для заработка, а в конце тебе это все обесценили и сказали: вот ограбление, которое не требует недвижимости, затрат. И оно лучше, чем все то, что ты купил. В том числе лучше, чем обновление, на которое надо слить 16 мультов. И дурей теперь с этой прикормки как хочешь. Кулдаун тут меньше часа, доход немного больше, чем 500 000. Он намного легче и проще, чем остров и вообще все остальное, что может дать столько денег. И главное, он стабильно тебе дает одну и ту же сумму. Переигрывать там нечего, все очень просто. Да и думаю, что можно его проходить еще быстрее, а значит, это будет еще выгоднее. А теперь самое главное, первое место. Но сначала я скажу, что стелс удался не до конца. Я затупил в самый последний момент, а переигрывать мне было лень. Поэтому это почти стелс. Главное, думаю, было ясно. И еще, в конце все равно полиция будет ждать на выходе. То есть, отличный сценарий, просто пушка. Так вот, на первом месте контракт Дре. В обычный день он дает нам 900 тысяч за прохождение и, соответственно, около 600 тысяч в час. Короче, можно по старинке контракт и Кайо делать. Но просто не так выгодно. Вы за 3 часа получите где-то 1 200 000, ну, может, 1 500 000, если повезет. Но, наверное, не повезет. Короче, давайте я вам скажу еще такую самую главную вещь. Сейчас прикол в том, что почти все ограбления будут давать вам в час одинаковый доход. От 400 до 600 тысяч в час. Вот и весь секрет. А много заработать можно, только если выполнять абсолютно разные ограбления. И я дал вам самые удачные в первом топе, который топ-7. Возможно, если вы сделаете крутую связку, то сможете быстро фармить, если оно вам нужно. Я для себя сделал вывод, что фарм — это не вариант для меня, а накрутка — это тоже риск для аккаунта. И после таких обнов, лично для себя, я кое-что понял. Я не хочу говорить об этом и тут. Я, возможно, напишу об этом у себя в Телеграме на днях. А чё они говорят, что у меня